Украина лишает Россию крыльев, ВСУ методично выжигают самолеты и вертолеты агрессора. Дроны над аэропортами, военные самолеты над кораблями. Россия наращивает провокации в натовском небе. Бензина нет, но вы держитесь. Оккупационные власти Крыма признали очевидное. Гибридная война расширяется. Пожар на важном военном заводе в Великобритании. Новый сигнал Москве из Вашингтона. Джей Ди Венс пообещал России плохие перспективы. Как реагировать на кризис в экономике и проколы в социальной политике? Оригинальный способ нашли в Китае. Раскол в команде Дональда Трампа. Что означает уход важного игрока из Белого дома? И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Еще один черный день, а точнее черная ночь для российской военной авиации. Армия агрессора лишилась еще 3 бортов. Возмездие настигло воздушные суда захватчиков как в небе, так и на земле. В оккупированном Крыму спецназ ГУР уничтожил 2 российских транспортных самолета Ан-26, способных возить как грузы, так и десант. Чтобы 2 раза не вставать, разведчики поразили еще 2 радиолокационные станции оккупантов – надводной и береговой разведки. А на запорожском направлении украинские войска сбили один из самых современных российских самолетов – истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет наносил удары по Запорожью управляемыми бомбами. Менее чем за неделю Россия потеряла около десятка военных бортов. В выходные ГУР отчитался об уничтожении в ходе 2 рейдов 4 вражеских вертолетов Ми-8 и 2 самолетов-амфибий Б-12 «Чайка». Всего, по данным ВСУ, авиация врага за 3,5 года потеряла около 8 сотен самолетов и вертолетов. Тем временем провокации в небе стран НАТО от ежедневных нарастают до ежечасных. 4 аэропорта в Дании сообщили о неопознанных дронах. В одном из них приостановили полеты. Полиция сообщила журналистам, что было замечено более 1 дрона, при этом власти не смогли уточнить, сколько именно беспилотников находилось над аэродромом. Мы пока не знаем наверняка, кто за этим стоит. Но не должно быть никаких сомнений, что все указывает на профессиональную деятельность, учитывая столь систематическую операцию, проводимую практически одновременно во многих местах. Я бы определил это как гибридную атаку с использованием различных типов беспилотников. Эти действия могут поставить под угрозу нашу безопасность и свободу. Прямой военной угрозы Дании по-прежнему нет. Ранее в понедельник из-за неопознанных беспилотников приостанавливал работу аэропорт в столице страны, в Копенгагене, а в ночь на вторник закрывался аэропорт столицы Норвегии Осло. Накануне российский истребитель снова устроил провокацию в Балтийском море, пролетев над фрегатом ВМС Германии «Гамбург», который участвует в учениях НАТО «Удар Нептуна». Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус. Это часть стратегии Владимира Путина. Это часть того, с чем мы сталкиваемся каждый день. Мы не воюем, но и не находимся в состоянии полного мира. Нас атакуют как с помощью гибридных дезинформационных кампаний, так и с помощью беспилотников. По его словам, такие пролеты считаются неоправданными провокациями и происходили уже не раз, незадолго до и в минувшие выходные. Писториус сравнил инцидент с недавним вторжением российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии, подчеркнув, что Путин проверяет НАТО, пытаясь выявить мнимые слабые места и спровоцировать страны-члены Альянса. Тем временем еще один важный европейский политик высказался за то, чтобы сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран ЕС. В таком ключе высказалась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью с CNN. Если происходит вторжение в воздушное пространство, после предупреждения, после четкого сигнала, вариант сбивания истребителя, который вошел в наше пространство, стоит на повестке дня. Фон дер Ляйен, которая некогда занимала пост министра обороны Германии, напомнила, что это решение за НАТО, но в качестве личного мнения подчеркнула, что нужно защищать каждый сантиметр своей территории.
В Великобритании арестован мужчина по подозрению в причастности к масштабной кибератаке, которая нарушила работу ряда европейских аэропортов, включая Хитроу, в недавние выходные. Сбой был связан с системой обработки багажа и регистрации Collins Aerospace, используемой многими авиакомпаниями. Из-за атаки сотни рейсов задерживались, а в некоторых аэропортах пассажиров оформляли вручную с помощью ручки и бумаги. По словам правоохранителей, арест стал положительным шагом, но расследование пока находится на ранней стадии и не завершено. Гибридная война охватывает не только воздушное пространство Европы. В Суиндоне на юго-западе Англии прогремел сильный взрыв в промышленной зоне, где находится один из крупнейших заводов по производству дронов в стране. Возник впечатляющий пожар, который тушил десяток пожарных машин. Местным жителям рекомендовали оставаться дома из-за дымового облака. По некоторым данным, промышленное здание полностью разрушено. Десятки жителей писали в соцсетях, что чувствовали, как от взрыва дрожали их дома. Речь идет о заводе компании Tekever, которая планировалась открыть в следующем году. Он должен был стать одним из крупнейших производителей дронов в Великобритании. Официальных версий насчет возможных организаторов пока нет. Интересно, кто бы это мог быть. В аннексированном Крыму ситуация с бензином достигла критической отметки. Дефицит публично вынужден был признать даже так называемый губернатор Сергей Аксенов. В связи с тем, что часть заводов, то есть в данном случае, то есть просто физически, то есть не работает, значит, у нас возникли проблемы и перебои с топливом. Аксенов назвал ситуацию объективной и попросил набраться терпения. В течение 2 дней поправится полностью по 95-му бензину. И в течение 2 недель максимально это будет решен вопрос по наличию 92-го бензина. По данным «Коммерсанта», около половины автозаправочных станций полностью прекратили продажу топлива. Там же, где бензин появляется, выстраиваются огромные очереди. Накануне «Известия» сообщали, что дефицит бензина охватил уже 21 регион России. В большинстве случаев это пока проявляется в ограничении продажи 10-20 литров в одни руки. Тем временем Россия продолжает масштабные атаки на города Украины. За последние сутки агрессор применил 176 беспилотников. По данным воздушных сил Украины, 150 дронов удалось сбить или подавить средствами ПВО на севере, юге, востоке и в центральных регионах страны. Часть беспилотников все же достигли целей в 8 локациях, при этом падение обломков зафиксировано еще в одной зоне. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь именно вы решаете, узнать ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта. И продолжаем. Вслед за Трампом риторику меняет и вице-президент США. Джей Ди Венс предупредил Россию о серьезных последствиях в случае отказа от добровольного ведения переговоров о прекращении войны против Украины. Если россияне откажутся вести переговоры добровольно, это будет очень плохо для их страны. Президент ясно дал это понять. По словам Венса, президент США Дональд Трамп реагирует на реальные обстоятельства. Он очень нетерпелив по отношению к россиянам, поскольку не видит достаточных действий с их стороны для завершения войны. Трамп считает, что конфликт вреден для всех сторон – России, Украины и США, и хочет, чтобы убийства прекратились, добавляет Джей Ди Венс. Устали от тревожных новостей? Вот у китайцев таких проблем скоро не будет. В дополнение к старым инструментам цензуры, коммунистический режим запускает масштабную государственную кампанию против плохих новостей в интернете. Управление по вопросам киберпространства КНР объявило о 2-месячной операции, направленной на удаление и блокировку контента, который, по мнению властей, провоцирует негативное настроение среди пользователей. Регулятор будет контролировать комментарии, рейтинги запросов, списки рекомендаций и тренды в соцсетях. Под запрет попадут публикации, распространяющие слухи о состоянии экономики и социальной сферы, ну и, конечно же, критикующие государственную политику и искажающие официальные заявления властей. По совпадению, кампания проходит на фоне экономических трудностей, замедления роста промышленности, кризиса на рынке недвижимости и роста безработицы, особенно среди молодежи.
Раскол в администрации Трампа спекуляциям такого рода дал факт ухода важного игрока из команды Белого дома. Как пишет Axios, Тейлор Будович, один из ближайших советников президента США, покидает свой пост. Это самая громкая отставка за второй срок Трампа. Ну, конечно, после ухода Илона Маска. Axios называет Будовича главным архитектором коммуникационной стратегии Трампа. Он создал простые, эмоциональные и часто провокационные месседжи, которые медиа подхватывали, а база сторонников активно распространяла. Он обеспечивал стабильную связь с журналистами, координировал информационные кампании и формировал образ Трампа как лидера, возвращающего Америке величие. По информации источников издания, Будович уходит ради новой работы, детали которой пока не раскрываются. Уход заметного члена команды президента дал почву для слухов о разногласиях в администрации. И это при том, что второй срок Трампа отличается относительной кадровой стабильностью, в отличие от первого. Польша после двухнедельного перерыва ночью открыла границу с Белоруссией, и уже к утру с белорусской стороны выстроились огромные очереди. В электронной системе на выезд в Польшу было зарегистрировано более 3000 легковых автомобилей, около полусотни автобусов и около 1000 грузовиков. Очереди скопились и с польской стороны, но в гораздо меньшей степени. Около 100 легковых автомобилей, в основном с белорусскими номерами, и порядка 400 грузовиков. Польша закрыла границу 10 сентября в связи с белорусско-российскими учениями «Запад-2025» и участившимися провокациями со стороны режимов Лукашенко и Путина. Закрытие границы ударило и по интересам Пекина. Через Польшу идет около 90% сухопутного китайского экспорта в ЕС. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.